Ребят, всем привет! Сейчас будем делать маски по другой технике, другие, чем мы делали до этого. Мы изменили материал, до этого это был хлопок внутри марли, потом еще раз хлопок. Сейчас это будет флизелин. Чуть смотрится более эстетично, более как бы по-заводскому. Этот материал, он не нуждается внутри в марле, потому что сам он по себе как фильтр выступает. Если вот кто, знаешь, что такое пароизоляция? То есть она препятствует проникновению даже пара вверх. Ну, там, кто со стройкой связан, знает. Вот так они выглядят. Через него вода не проходит, например. Вот если в маску вот так воды набрать, то есть она протекать не будет. Все, погнали. Но сейчас мы будем ее делать белой. Из двух частей состоит. Вот у меня есть вот такая вот выкроечка. Давай Вот. ее вот так покажем. Угу. На этот раз Сьюзи делает по выкройке. Угу. Вот, может, если что, скриншот сделать примерно. Если захотят, я могу Они просто... на самом деле, кто в фотошопе шарит, они вот даже вот по такому скрину, вот буквально вот так, когда, да, ты вот так делаешь, они уже смогут сделать, если что. Угу. Вот от этого угла до этого угла так положи. Да, вот так. Выкраиваем вот две детальки. И две такие же детальки, только с припуском вот здесь 3 сантиметра. Вот здесь 3 Да, сантиметра. Да, все правильно. Сначала сшиваем вот здесь вот. По выпуклой части прокладываем строчку. Сразу вторую тоже прошью. Угу. Такая гирлянда получается. Есть. То есть мы их сшили, теперь вот она, вот такая вот выпуклая получается. Угу. Вот она, вот такая вот. Сейчас мы будем, вот тут нужно посерединке чуть-чуть надсечь. Вот буквально вот немножко такую надсечку сделать. Это чтобы ее легче было вывернуть. Так вот, буквально надсечечка. И теперь будем шов расправлять. Важное отступление, это материал не нуждается в глажке, в утюжке. Его даже нельзя гладить. Его нельзя именно гладить, нельзя, да. Его можно, Тянуться его я от уже температуры. использовала, то есть я его поносила там несколько часов, потом снимаю. И потом просто простирываю, она высыхает, вообще не сминается, Да. ничего с ней не происходит. В общем, его можно стирать, но Да. нельзя гладить. Да. Это вот отличие от той хлопковой модели, которую мы до этого делали. Расправляем шовчик и чисто для эстетики буду 2 строчки прокладывать. Вот тут на 0,1. Это чисто для эстетики, то есть чтобы красиво было, все-таки симпатично. И с другой стороны. Просто вот разница, да? Вот просто без строчки. Ну вот она. Угу. Не понять, куда что. А вот со строчечкой. Сразу и шовчик лежит, закрепляется, и все красивенько получается. То же самое делаем со второй частью. 2 детальки получаются, такие выпуклые. Теперь мы соединяем их между собой. То есть лицо с лицом складываем вот так вот. Одна будет, конечно же, выпуклая. Ну, более гнутая сторона с гнутой стороной, само собой. Совмещаем шовчики вот эти обязательно. Закалываем, чтобы оно никуда не уехало. Я вот, например, не понимаю, для чего 2 детали. Это получается двухслойная прям маска, да? Да, конечно. Угу. Двухслойная. Я думал, она одна. Нет, двухслойная. И соединяем, шьем. То есть, помните, да, одну детальку мы длиннее выкраивали. Угу. Получается. Помню. Вот отсюда и до сюда строчку прокладываем. С одной стороны и с нижней стороны. Угу. Есть. И вторая сторона то же самое. Тут вот шовчики уравниваем, чтобы ровненько было все. Раз. И то же самое строчку прокладываем. Все, считаю, маска практически готова. Теперь нам всю эту нашу конструкцию необходимо вывернуть.
Мне еще свет пригодится. Как ты интересно выворачиваешь. Ну как еще, конечно, это как? Может даже так в один комочек так. Ла-ла-ла-ла. Угу. Видите, она плотная. Угу. Не просвечивает ничего. Теперь вот тут сверху нам нужно также строчку проложить, чтобы не было вот этого вот болтания непонятного, а был четкий, красивый, ровный, аккуратный шовчик. Грань такая аккуратная была. Просто вот ткань такая, она довольно плотная, но в то же время она довольно послушная. И прям хорошо ложится. Угу. Так вот выправляю. Буквально сразу, долго не церемонясь. И сразу шовчик такой, грань. Вот сравнить, да, вот как она была просто. Вот она выправленная, закрепленная. Вторую сторону то же самое делаем. Это другая сторона, да? Угу, это которая более верхняя, более гнутая. Ну, я думаю, уже больше половины работы сделано, Да, да? уже практически все, можно сказать. Краешки осталось. Это мы оставили для чего? Чтобы здесь сделать петлю, куда продевать резиночку. До шва загибаем и сюда на масочку. И строчку. То же самое делаем со второй стороны. Так, раз. И вот так два. Угу. Ну, теперь осталось сделать резиночки. Так. Как раз беленькая, как раз под нее есть. Нужно 2 резиночки, каждая длиной по 25 сантиметров. 25. И 25. И продеваем вот сюда вот. Можно использовать обычную иголку, как обычную резинку мы продеваем, да, вот всем, наверное, девушкам знакомо. Вот, продеваем. Делаем такую Всё. То же самое петелечку. Узелочек. Лишнее обрезаем и прячем внутрь. Все, а теперь примерочка. Это будет очередная наша маска. Белая. Ну как? Немножко выпуклой формы. Когда ты разговариваешь, губы не касаются ткани вообще. То есть ты как бы не касаешься места, где в принципе инфекция может занестись. Это вот очень удобно. Угу. И давай проведем тест с водой. Вот то, о чем я и говорил, ребят, смотрите. Вот, смотрите. Я вот хочу вам показать, что, смотрите, видите, она как бы перекатывается, но она в саму ткань не впитывается. Ну, потому что это не ткань. Вот кто знает, что такое пароизоляция, вот поймет. Вот эти поры, они на самом деле не поры. Если я вот так вот снизу делаю, вот так вот, ну, вот возле лампы поставлю, что видели, видно, что водичка там перекатывается. Сейчас я постараюсь так, чтобы было видно вам. Она перекатывается, но как ртуть. Не попадает, да, то есть не впитывается. Но это вот особенность именно вот этого флизелина. Не клеевого. Вот она. Катается себе и катается. Ребят, сейчас я покажу, как эта маска будет выглядеть в черном варианте. У меня есть своя персональная. Сейчас схожу в машину, покажу вам. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey.
хлопковые маски, да, их вот Сьюзи меняет через каждые 2 часа, их можно гладить. Вот такие маски, как на нас сейчас, их гладить нельзя, но их можно стирать. Ну, собственно, как и эти маски, их тоже можно стирать. Они не мнутся. Да, эти маски не мнутся. Ну и выглядят они просто как бы, как вам сказать? Кинематографично. Да, более кинематографично. Ну, кто смотрел Mortal Kombat, лайкосик заряжайте. Помните, Саб-Зиро, Скорпион, Милена, Китана, там все дела. В общем, можно в любом цвете сделать и будете как герои любимого фильма. Вот такая вот тема, да? Берегите себя и не болейте. Укрепляйте иммунную систему. Поберегите себя и своих близких. Все, всем крепкого здоровья, пока. Спасибо.